Доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас перед объективом камеры целое семейство магнифайеров от компании EOTech. Это G30, G33 и G43. Ну, G33, G30 мы рассматривали в прошлом видео, поэтому отложим его в сторону. Основное внимание у нас будет приковано к одному из самых известных магнифайеров и к новичку 2019 года, или даже 2020. Это модели G43. Так, давайте на них поподробнее остановимся. Как мы видим, внешний вид у них практически одинаковый, за исключением надписей на картонке, которая, так сказать, обрамляет пластиковый кейс. Это G33 здесь написано G43, соответственно. С торца то же самое, информация в принципе дублируется. Здесь у нас краткие характеристики моделей, ее силуэтное изображение. С этой стороны у нас предупреждалки какие-то непонятные, не свободные продажи, как пирожки. Вот. А здесь у нас, собственно, модель, ее серийный номер, дата упаковки, наверное, ну и штрих-код. Так, давайте уберем картонки и посмотрим, что у нас, собственно, скрывается за ними. Итак, напоминаю, G43 и G33. Открываем пластиковые кейсы обоих. И так мы здесь видим, сразу же, что мы здесь видим, это инструкция. Собственно, по-моему, они даже изображены одинаково. То есть это один и тот же магнифайер G33, только что в 43-м написана инструкция для всей G-серии. Здесь конкретно для G33 и указаны его конкретные характеристики. То есть увеличение, длина, высота, ширина, вес там, и так далее и тому подобное. Здесь таких характеристик нет, лишь общие характеристики G-серии, скажем так. Опять у нас здесь предупреждалки какие-то, EOTech-овские, вот, и так далее. И здесь у нас приклеить можно куда-нибудь лого. Здесь поменьше в G33, в 43 чуть побольше. Идем дальше. Давайте сами, собственно, тела уберем и посмотрим на комплект поставки. Итак, что у нас здесь? У нас здесь Switch to Side Mount. Он одинаковый как у 43, так и у 33 модели. Можете сами посмотреть. То есть это один и тот же маунт, взаимозаменяемый друг с другом. Болты. Болты у нас и там одинаковые. То есть для крепления повышающей планки без нее. Собственно, повышающая планка, она одинакова. То есть так же, что и там, и тут. Они даже по весу, по цвету, то есть по всему схожи. Как мы видим, у них даже одинаково вот это вот поролоновое ложе. То есть если для 33 модели проблем никаких не возникает, оно встает туда как влетая, собственно, то 43 модель, к сожалению, встает вот так вот немножко кривовато, и ей не хватает. Собственно, здесь уже видно наглядно разницу в толщине и в длине этих маунтов. Итак, уберем коробочки. И, собственно, сами наши пациенты, из-за чего весь сыр-бор. EOTech решил пойти по методике уменьшения длины занимаемой прицельной линии, и сделал вот такой вот довольно-таки короткий магнифайер. То есть вот я сейчас пытаюсь их соотнести, вы видите, насколько разница. Примерно сантиметра 3, ну, по моим ощущениям. Если по толщине смотреть, то толщина, конечно, да, намного больше у G43. Ну, всем приходится расплачиваться. Окуляры. Поверну, посмотрите, видите, у G33 у него входной больше окуляр, нежели у G43. То есть, как бы повредить вот такой окуляр гораздо проще, нежели такой. Он тем более, что так довольно-таки жестко закреплен там. Ну и корпус, видите, потолще. Ну, то есть, здесь вот такой кусочек алюминия, да, и здесь довольно-таки такой толстый, солидный кусок алюминиевого корпуса. Вот. Выходное отверстие. Посмотрим. Возможно, они одинаковые, но визуально G43 кажется чуть-чуть побольше, хотя увеличение у них одинаковое, оптика, в принципе, должна быть по качеству одинаковая. Ну, естественно, что она единственное, что по линзам будет разная, так как разные прицельные и оптические линии здесь пересекаются. Кавер резиновый, что там, что тут. На G33 мы видим надпись L3 EOTech.
С двух сторон на G43 ни одной надписи нет. Регулировочные и стировочные барабанчики, как мне кажется, в G43 более информативны, ими более удобно использовать даже в перчатках, нежели в G33. Им чуть-чуть приходится плотнее взаимодействовать. Эмблема. С правой стороны новая эмблема у 43-го. У 33-го эмблемы нет. С правой стороны у нас QR-код вместе с серийным номером. Серийный номер здесь у нас находится снизу. Напоминаем зрителям о том, что вы всегда можете убедиться в оригинальности EOTech. EOTech сейчас сравнил серийный номер на коробке и серийный номер, который нарисован вот здесь. Если он совпадает, то все как бы прекрасно и хорошо. Все, больше никаких здесь нету. Здесь же вот мы еще видим на 33-м вот эти вот какие-то регулировочные винты, наверное, что-то крепит оптику внутри. Я, честно, не знаю, даже разбирать, в общем-то, не хочу. Итак, давайте еще сравним еще один объективный параметр этой системы. Это вес. Итак, 33-й. Так как мы уже выяснили, что комплект у них поставки одинаковый, поэтому вес у них, в принципе, будет одинаковый. 222 грамма. 43-й. 236 грамм. То есть разница между ними в 14 грамм. Ну, за компактность приходится платить. Ну, также напоминаю, что еще есть у них более младший собрат. Это G30 просто. Это более дешевая модель. Младший собрат, скажем так, G33. Я в прошлом видео про него рассказывал. Вот. Есть еще более старшая модель G45, это пятикратный оптический увеличитель магнифайер, к сожалению, мне его не получилось достать, но если будет возможность, обязательно его привезу и обязательно его вам покажу, как он выглядит и что с ним можно делать, собственно. Вот. По цене давайте ориентироваться от самого дешевого, порядка $300 в Штатах, здесь уже $450-480 в Штатах. Здесь $600-650 в Штатах, соответственно. Плюс доставка в Россию, которая довольно-таки сложна и сочинена с некоторыми рисками. Все, спасибо за внимание.